Доброго всем времени суток! Добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за вашу поддержку, за ваши добрые слова, за лайки, подписки. Огромная благодарность за ваши комментарии, за то, что делитесь своими историями. Спасибо. Тема сегодняшнего расклада звучит так. Что скрыто в сердце любимого? Чего он боится? Что не решается сказать? Для начала, девочки, делаю сигнификацию загаданного вами мужчины. Если сейчас резонирует, вы его узнаете, значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Какой этот мужчина? Так, сейчас глазки его, улыбку вспоминаем. Назовите его имя. Какой он? Почему-то показано мужчина в клетке. Может быть ограничения, не приведи Господи, там эти физические, да, у кого-то, ну, может, приболел, ограничения у кого-то. Ну, не хочу эту тему развивать, да. Не может человек в полной мере своей свободой распоряжаться. У кого-то это ментальные установочки, какие-то программы, навязанные, может быть, социумом, родными, да, ограничения. Какой мужчина? Ух ты! Счастье какое. Интересно. Ему счастье приносят красивые женщины, в первую очередь деньги, материалка. Это был этот юмор, девочки. Сейчас. Так. Точно показано. Встретил он какую-то женщину, она как райская птица, красивая, яркая, вдохновляющая, муза. В ней он увидел свою вторую половинку, как всматривается в нее. В ней, допустим, он видит у нее, да, какие-то проявления, как-то она так себя ведет, и этим самым, знаете, может быть, напоминает она ему, самого его, да, опять-таки, где-то, может быть, похожий взгляд на какие-то вещи, на происходящее. Так, давайте я спрошу счастье о нем. Урожай. Ну вот смотрите, карта счастья, и на него и рядом вышла карта финансы. Знаете, в каждой шутке есть доля шутки. Тут для этого мужчины имеет огромное значение его материальное положение. Он зависим от денег. То есть, если денег, скажем так, будет недостаточно, не в том количестве, в котором он хотел бы их иметь, ну или проблемы какие-то будут, да, то он точно счастлив не будет. Ну, это к тому, что есть люди, для которых, ну, плюс-минус там какое-то количество денег, ну, есть самое необходимое, и они умеют радоваться жизни, они могут замечать там, уж не знаю, яркий солнечный свет, смех детей. В общем, очень много, на самом деле, всего того, что может наполнить человека и подарить ему вот эти моменты радости. А для этого человека, вот почему-то мне показано, если с финансами будут проблемы, он априори не будет счастлив. И это в том числе его какие-то эти ограничения. Ну, ладно, не будем, мы никого не осуждаем. В чем-то даже вот подсказочка, вот эти две карты, карта марионетка и карта урожай. Это характеристики на него, что он сам является заложником этого же, ну, то ли воспитания, то ли уже сформированного такого у него мышления такое. То есть, если урожай будет в полной мере, да, дом полная чаша, там, не знаю, там хорошая зарплата, прибыль, то все будет хорошо. Если с финансами какие-то перебои, проблемы, все. То есть, сам он является этой же марионеткой собственных вот этих убеждений. Как-то так. Опять-таки, не буду говорить, что для него прям, знаете, материалка, она перечеркивает все, но он очень от этого зависим. Это из тех людей, для которых, если там у него стабильный уже есть образ жизни, сформированные какие-то, ну, так называемая, это зона комфорта, то этот человек будет очень крепко за нее держаться. За это какое-то вот стабильное
болотце. Так, женщина, сказала уже, это яркая муза, талантливая, привлекательная. Тут белая ворона. Сейчас я спрошу, о чем это. Это об этом мужчине? Нет. Это об этой женщине. Смотрите. Так, а о чем это белая ворона? Угу. Если мужчина не свободен, тут и карты, говорящие о том, что тут любовный треугольник. То ли со стороны, ну, у него еще есть какая-то женщина, допустим, да, постоянно, если он женат. Или у этой женщины, которую он там увлекся, восхищен, считает ее вот своей второй половинкой, где-то вглядывается в нее, присматривается к ней. У нее может быть еще там кто-то, там мужчина, допустим, она замужем. Опять-таки, с ней отношения по башне, может быть, разрушены. Но чего касается карты Белая Ворона, я спросила, хотела понять, о чем это. Это карта о том, что он почему-то, при том, что он испытывает к этой женщине влечение, это даже карта можно прочесть отчасти как кармические партнеры, люди, которые приходят в жизнь друг друга для того, чтобы изменить, перепрошить, перепрограммировать человека. Вот тут как-то так. Переворот в сознании происходит, когда ты встречаешь этого кармического этого партнера. Так вот, вот тут вот почему-то он говорит, что я карта развилка. Если я с этой женщиной то ли буду выстраивать отношения, то ли планировать даже. Почему-то Белая Ворона. Я как будто бы как-то, ну, скажем так, не обязательно пойду против общества, да, это же у нас, в конце концов, не рабовладельческий строй, но как будто бы вот какое-то вот для него очень важно, это наряду с тем финансовое положение, для него очень важно уважение в обществе, общественное мнение о нем. Он говорит, я буду белой вороной, меня многие не поймут, если я с этой женщиной буду. Вот тут так, даже так. Ну, допустим, да, если он не свободен, там семья, публика морали, он уже заложник этого образа, он где-то это подчеркивает, он где-то себя таким позиционирует. И это же для него является и клеткой, и ограничением, но в то же время он не готов выходить за рамки. Он не готов вот, как будто бы выносить, скажем так, на обозрение публики там, ну, свои чувства какой-то женщине, да, даже об этом заговаривать. Для него это очень болезненно. И опять карта развилка. Это история о том, что выбор есть у него, но для него это очень стрёмно. Делать выбор какой-то. Проще находиться в этой зоне комфорта. Ваш, не ваш. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, что скрыто в сердце любимого? Чего он боится, что не решается сказать? Смотрим, что скрыто в его сердце вашего любимого. Чего он боится, что не решается сказать? Что скрыто в сердце любимого? Чего он боится, что не решается сказать? Так, возьмем эротическую. Что скрыто в сердце вашего любимого? О чем он боится, что не решается сказать? Что скрыто в сердце любимого? Чего он боится, что не решается сказать? Что скрыто в сердце любимого? Чего он боится, что не решается сказать? Итак, что скрыто в сердце вашего любимого? Ух ты, звезда скрыта. Звезда, с которой он сейчас в оппозиции. Друг другу могли наговорить, выяснить отношения, точки над «и», состояние нет, тут не депрессия, тут агрессия какая-то была. Ух ты, может быть, поэтому Белая Ворона опять. А ощущение того, что
Так, что скрыто в сердце? На волоске. Как будто бы в любой момент, может быть, отношения окончательно вообще могут разладиться. Наказание, урожай. Сейчас, девочки, я разберу. Что скрыто? Что скрыто? Вот, скрыто в сердце вашего любимого. То, что вас он видит, карта звезда, идеализация ваша. Это даже, может быть, вы не наделены в полной мере всяческими прекрасными какими-то, ну, там, талантами, уж не знаю, характеристики какие-то ваши, а он вам их приписывает. Тут, я считаю, это наивысшая оценка женщины. По звезде плюс расстояние, холод, он вас видит где-то отстраненной. Ну и понятно, тут, если у вас была ссора, скрывает он, что скрывает в сердце? Опять-таки, свое ощущение такое, знаете, как будто бы он по белой вороне, может быть, не готовите против всего мира. Ему так кажется, да, тут как на волоске отношения висят. И опять жатва, это как будто бы урожай какой мы собираем. Это как наказание сейчас для него. Наказание что? Вас он видит, тут смотрите, по десятке земли женщина, которая где-то занята своими делами. Тут, видите, роскошные длинные ноги. Девушка сидит в кафе, читает газетку, попивает то ли вино. Тут и кофеек, и вино, в общем. Ну, говорит, как будто бы я понимаю, это логично, если где-то человек мог от вас, ну, у кого-то даже отказаться, предать, у кого-то где-то на паузу поставить отношения, у кого-то где-то вы могли осознать, что человек не готов ради вас на какие-то конкретные шаги, не готов там, не то, что там чем-то жертвить, а, упаси Господи, не готов предпринимать что-то для того, чтобы вы были вместе, конкретно, да, вкладываться в отношения, простраивать их, уделять внимание, то вот он скрывает, что скрывает, то, что карта шторм, его штормит, эмоционально покоя ему нет. Его как будто подводят по высшему суду. Это ощущение, когда это ж, то, что ты там предпринимал, какие-то шаги ты предпринимал, теперь как будто бы высший суд, высшие силы рассматривают это, и назад пути нет, им повлиять на это уже ты не можешь. То есть по твоим каким-то поступкам высшие силы смотрят и говорят, да, мы даем тебе шансы с этой женщиной, ты предпринимал шаги, действительно ты там то делал. А если ты реально, он реально не готов тут по белой вороне, тут даже трусость какая-то не так может проигрываться. Если долго ты там, слово такое некрасивое, мурыжил какую-то ситуацию, ни рыба, ни мясо, может быть, перекладывал ответственность на плечи женщины, да, может, надеялся на какие-то высшие силы, да, если судьба нам быть вместе, мы будем. То есть, как будто бы мужскую позицию не занимал. То вот тут, как по высшему суду, все посмотрят и скажут, да нет, дорогой, возвращайся на свой прежний уровень. Тебя не переводят на более высокий уровень, тебе не дают шансы, потому что ты и те шансы не брал. Ты там их профукал, исковеркал, да, если можно так сказать. В общем, не брал нормально, не использовал эти шансы. Дадим эти шансы кому-то другому. Тут своего рода даже вот идет какая-то, знаете, у этого мужчины, что у него на сердце. Он даже где-то может обвинять вас. Вот эта карта, смотрите, эта карта так и звучит. Карта манипуляции. Здесь девушка, видите, красивая такая, в руках держит этого, деревянную эту статуэтку, этого как чурбана этого, да, такой чурбанчик, это деревянный, мужской силуэт тут. И смысл этой карты, вот как я читаю, женщина своими чарами, своим, не знаю, что сексуальностью, привлекательностью пыталась повлиять на этого мужчину. Мужчина тут как марионетка. Вот почему-то он даже, вот как может претензии предъявлять, что все равно ты хотела, чтобы было по-твоему. Но по-твоему как будто бы не получилось. Ну и по факту кому... Ну, то есть он не пошел где-то на
навстречу вам. Ну, только чего вы хотели? Вы, наверное, хотели то ли быть вместе, то ли какие-то гармоничные отношения выстроить, или хоть какой-то определенности, может быть, вы хотели, или кто-то не хотел просто элементарно из девочек быть запасным аэродромом. А тут он, может быть, даже понимает, что своими действиями он привел к чему? Жатва, какой урожай он собирает. Вы сами по себе, у вас там все прекрасно. А у него эмоциональные качели. Как будто бы ситуация, ну, может, он и хотел бы на нее повлиять, но он хотел бы повлиять, знаете как, скорее как заставить вас по-другому на эту ситуацию посмотреть. А тут дело в том, что по высшему суду, это же не, к сожалению, не наши суды, наши, ваши, человеческий, да, земной суд, на который можно повлиять, да, давайте так я скажу корректно. А на суд высших сил ты влиять не можешь. Ты тут хоть сколько там предъявляй претензий, говоришь, что там женщина виновата. По факту по его поступкам его как будто бы судят. И тут нет перехода на новый уровень. Нет, ему не дают на блюдечке с голубой каемочкой такого, знаете, как бы совета, разрешения этой ситуации. Тут, если ты намерен отношения развивать, развивай. Если ты намерен вкладываться, как-то прикладывать усилия, то, соответственно, и у тебя и будут шансы. А тут такое, как будто бы и вашим, и нашим, и что-то такое, вот, как будто бы ответственность в полной мере он не готов брать из-за отношения, но в то же время и ответственность брать за то, что отношений нет, себя чувствовать виноватым за то, что продолжения нет отношений с вами. Он тоже не готов брать ответственность. То есть, как будто бы он до конца даже не определился. Готов он отказываться от отношений с вами? Не готов. По-моему, не готов. Но что-то делать, и при этом даже как будто бы вот в голове такой вот у меня знак вопроса. Чего ты вообще хочешь? На что ты надеялся? Что все будет как-то лайтово? Что-то непонятно. В общем, урожай, с которым он сейчас остается, карта шторм. Штормит человека. Эмоциональные качели. Один день с утра встал там и сам себе говорит, там не надо нам мне 100 лет, вокруг такой выбор шикарный. К обеду, может, походил, там и тоска какая-то навалилась, и грустно. Грустно где-то вспомнил вас, может, потом ночью приснились. Потом опять вот такие качели. Потом проснулся. Или вечером говорит, да, она же пыталась мной манипулировать. Все равно не будет так, как она хочет, как она планирует, а по факту, а как ты хочешь, да, вопрос к нему. А вот так, как ты хочешь, ты все равно ты готов что-то делать для этого. Тут такое перекладывание какой-то ответственности идет постоянное. Вот что-то тут такое. Подпишись на канал и поставь лайк. Дальше смотрим, чего он боится, что не решается сказать. Ух ты. Что не решается сказать? Дьявол, зависимость, разбитое сердце. Девочки, это все уже выходило. Этого мужчину, да? Что он не решается сказать? Так, чего он боится, что не решается сказать? У кого-то тут императрица вышла, смотрите, императрица и карта правосудия. То есть мужчина не свободен у многих. Есть женщина, которую он в свое время там пообещал заботиться, нести ответственность об этой женщине. Сейчас он как будто занимает такую позицию, видите, как из какой-то клеточки выглядывает. У кого-то это реально как золотая клетка, да, там ограничения выходили одним глазиком и наблюдает, как же дальше будут развиваться события. Чего он боится, что не решается сказать? Где-то боится того, что даже ясность, может быть, карта ясности, смотрите, девушка тут стоит, как, это метафорические карты, как глаз огромный тут открывается, а внутри часики, как будто бы часики тикают. Где-то даже он боится и не решается сказать, что он не готов вот эту ясность вносить, ситуацию прояснять для вас в первую очередь, он не готов ее прояснять.
готов вот так вот балансировать, идти аккуратненько. Опять-таки, как я говорю, не вашим, не нашим. Соблюдать вот этот вот такой баланс спокойствия, мнимое. Никаких резких движений. Опять-таки, что не решается сказать, что ну, привлекательны, понятно вы. Тут для него тяга это присутствует, зависимость. Отношения могут быть созависимые по дьяволу, но для него это все неустойчиво. Он говорит, видите, тут карта такая, на карте изображена девушка, которая сидит на этой, уж не знаю, жердочке, да, такой, и рядом птицы. То есть в любой момент эта девушка может вниз упасть, шандарахнуться. То есть как будто бы он не до конца может быть даже уверен, извините, в том, что нужно ли ему что-то предпринимать, понимаете? Потому что он признает, что это страсть, что тянет, да, но при этом внизу, смотрите, императрица и правосудие. То есть человек уже как будто бы несет ответственность за что-то. И он понимает, что если он тут будет предпринимать какие-то шаги в сторону, может быть, вас там, уж не знаю, то тут он явно может в любой момент с этой жердочки слететь, шандарахнуться. И как будто бы хоть так разбито сердце, хоть как будто бы в принципе он не видит каких-то особо перспектив. Ну уже извините. При этом вот не решается сказать, скрывает то, что где-то ему даже это выгодно. Вот тут карта карнавал, он говорит, все мы играем какие-то роли, все мы носим маски. Вот я такую маску ношу. Вот, видите. При этом может рассказывать о том, что убеждения у него же есть, еще это прикрываться убеждениями какими-то. Ну, не знаю, тут карта еще и творчества. Сейчас я спрошу, чего это касается. Не знаю, может быть, он уходит с головой во что-то, пытается переключиться, знаете, как будто бы, если с вами отношения напряженные, и, допустим, вы то ли расстались, то ли в состоянии таком, каком-то непонятных форматах, да, непонятные отношения, к чему ведущие, то, скорее всего, человек пытается как вытеснить вот эти болезненные переживания, где-то найти, ну, скажем так, подмена понятий, да, эту любовь, там, или зависимость, или сексуальное влечение. Он хотел бы, допустим, получать эти эмоции за счет чего-то другого. Тут именно творчество. Ну, не обязательно именно творчество. Хочет, может, хобби какое-то. Опять спорт, может, экстремальные какие-то виды спорта. Это все сюда. Ну, почему-то ну, как будто вот, даже как ирония какая-то есть в этом. Он может показывать вот это вот, что он замещает, вот, пытается заместить, да, вытеснить эти какие-то переживания, эмоции в своей жизни. Он может даже какими-то прикрываться убеждениями, хотя в свое время эти убеждения же самые ему не мешали, допустим, ну, скажем так, проявляться то ли к вам, то ли, ну, как будто бы в принципе изначально вот то, что там он увлечен кем-то помимо его, тут, если он женат, еще женщины какой-то стабильной супруги, то есть изначально эти убеждения ему как будто особо это не помешали. Но сейчас, когда ситуация, да, назовем это, то ли запахло жареными, то ли пора точки над «и» выставить, да, ясность внести какую-то, которую он не готов носить. Он готов балансировать вот между двух, вот как-то там, уже не знаю, огней, как-то себя вот так вот нейтральненько вот нести. Ну и сейчас он может пойти в ход вот эти же его типа убеждения, да. А тут вот по поводу того, что он пытается заместить это все, тут тупиковая ситуация показана. Карта воин – это мужчина, который разрушает сам, не созидает. Ну, говорят, что ты разрушить ты можешь, но ты как будто бы, ну, первое время, может, тебе будет казаться, что ты можешь эту женщину там то ли забыть, то ли тут страсть какая-то, и карта дом, если он остается в доме, да, он типа приоритеты расставлены, точки расставлены,
Где-то больше он даже будет инициативы от женщины ждать, разрушать. Но вообще говорят, это тупик. Ни к чему это не приведет. То есть его вот эти попытки где-то... Ну, он правильно, наверное, все делает. Неправильно он по отношению, допустим, вас или какой-то другой женщины, которую он голову морочит, которую он двойственные позывы, да, хотел сказать, показывает что-то такое двойственное. То, что трудно вам разобрать и понять, что конкретно он испытывает и на что он готов. Вот это вот плохо. А то, что он пытается там как-то свою жизнь разнообразить, наверное, для начала нужно разобраться с этой ситуацией, а потом уже пытаться ее наладить. Но тут просто и нюанс в чем? В том, что по карте букет человек привык к яркости жизни, готов где-то принимать как данность, как будто априори он должен вот обладать, вот, может быть, входить в какие-то отношения, ни к чему не обязывающие. По карте букет это яркие, какие-то такие романтические, вот какие-то такие эмоциональные, вот, наполненные. Но при этом же тут нюанс. Или сразу обговаривать, да, нужно на берегу, да, как говорится, что я не готов дальше ни к чему. Или же, или же. А тут как-то чревато. Ой, так, давайте я из последние карты вытяну. Что не решается он сказать? Не решается сказать карта карма, что он где-то понимает, что эти бумеранги, так называемые, да, сейчас по заслугам все ему воздается, что по-другому и быть, наверное, не могло. Почему? Потому что вот вышла карта жадность. Я не хочу его называть тут меркантильным, хотя тут есть такие моменты, говорящие о том, что для него материалка имеет огромное значение, и для него это в приоритете. И карта воздержания. То есть это говорит о том, что основа основ, то, что он остановился, ничего не делает, не предпринимает, не берет ответственность, не хочет продолжать отношения, материальный какой-то вопрос. И тут как будто бы, в прямом смысле, человек это осознает, он вам не говорит этого, где-то он это принимает и понимает вот эту вот логическую эту цепочку. Тут, наверное, просто единственное, что забыл до вас донести, да. Это такой нюансик маленький. Все, мои хорошие, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.